Дофаминовый детокс и прокрастинация. Семейная история. Введение. Антон и Вера – брат и сестра, до 8 лет жившие в США. Недавно их семья переехала в Россию, и они пока еще учат русский язык. Вместе с ними живет говорящий плюшевый медведь Миша. Он мудрый, спокойный и всегда готов поделиться полезным советом. Сегодня у ребят и их семьи важная тема: как перестать прокрастинировать с помощью дофаминового детокса и как освоить глаголы совершенного и несовершенного вида. История на русском, уровень А1, А2. Этот уровень подходит для начинающих. В тексте используются простые предложения и знакомая лексика. Иногда встречаются новые слова, которые помогают расширить словарный запас. Утро и решимость. За окном осенний Санкт-Петербург. Антон, Вера и Миша сидят за кухонным столом. Папа варит овсяную кашу. Мама заваривает чай. А бабушка достает из комода старый русский словарь. Вера сонно смотрит на экран телефона и листает ленту в социальных сетях. Антон вчера пообещал сделать домашнее задание, но снова откладывает его на потом. Миша серьезно говорит ребятам: «Ребята, давайте попробуем дофаминовый детокс. Это такая практика, мы отказываемся от постоянных электронных развлечений, чтобы учиться радоваться простым вещам. Об этом пишут специалисты. Избыток дофамина может ухудшать эмоциональное состояние. Нужно отказаться от социальных сетей, сериалов и игр хотя бы на 1 день». Антон вздыхает: «Но у меня опять столько заданий». Папа улыбается: «Есть русская пословица: не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Давайте сделаем все по порядку и не будем прокрастинировать». Ребята соглашаются. Миша напоминает: повторение – мать учения. Учимся видам глагола. После завтрака приходит учительница русского языка. Она приносит карточки с глаголами. Антон и Вера спрашивают, почему в учебнике 2 формы – читать, прочитать, делать, сделать. Учительница объясняет: в русском языке есть несовершенный и совершенный вид глагола. Совершенный вид показывает, что действие завершено как единое целое. Прочитать книгу значит закончить чтение. Несовершенный вид показывает процесс или повторение действия. Читать книгу – это процесс чтения. Миша дополняет: у совершенного вида нет форм настоящего времени. Его формы настоящего времени обычно обозначают будущее. Мы можем сказать: «Я читаю сейчас» – несовершенный, или «Я прочитаю завтра» – совершенный. Но нельзя употреблять совершенный вид для действия, которое происходит прямо сейчас. Учительница дает примеры. Делать, сделать. Я делаю домашнее задание, процесс. Я сделаю домашнее задание сегодня, результат. Писать, написать. Вера пишет письмо бабушке.
Она напишет письмо через час. Ребята повторяют вслух и называют свои пары. Вера – учить, выучить. Антон – смотреть, посмотреть. Числительные и род. Потом мама просит детей помочь накрыть стол к обеду. Антон считает: 1, 2, 3. Нужно 3 тарелки. Вера замечает, что слова 1 и 2 меняют форму перед разными существительными. Бабушка объясняет: когда числительные 1 и 2 стоят перед существительным, их форма зависит от рода существительного. Для мужского рода 1 стол, 2 стула. Для женского 1 книга, 2 кошки. Для среднего 1 яблоко, 2 окна. Дети тренируются. 1 тетрадь, 2 ручки, 1 окно, 2 карандаша. Миша, смеясь, добавляет: у меня 1 хвост и 2 уха. И все смеются. Дофаминовый детокс в действии. После урока Антон и Вера убирают телефоны в шкаф на весь день. Они начинают делать домашние задания по русскому языку. Миша читает сказку вслух, а Вера повторяет трудные слова. Одноклассница Ольга звонит, но ребята решают не брать трубку, а написать ей позже. Вместо игр Антон помогает бабушке печь пирожки и считает ингредиенты: 2 яйца, 1 яблоко, 100 граммов сахара. Миша тихо поддерживает их. Вы молодцы! Это и есть настоящий детокс. Не отвлекаться на экраны и получать удовольствие от реальных дел. К вечеру Антон заканчивает домашнее задание и говорит: «Я сделал домашнее задание. Теперь я могу играть. Но не хочу. Лучше пойду гулять». Родители довольны. Мама говорит: «Видите, не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня». Эта пословица помогает бороться с прокрастинацией. А еще помогает правило: маленькие шаги каждый день. Вечером вся семья идет на прогулку по Невскому проспекту, считает дома по пути и говорит по-русски. Ребята чувствуют себя счастливее, потому что сумели контролировать свое время. Миша улыбается и повторяет: «Повторение – мать учения». Советы и подсказки. Вид глагола. Нужен завершенный результат. Используйте совершенный вид. Прочитать, сделать, написать. Действие длится или повторяется. Несовершенный вид. Читать, делать, писать. Помните, у совершенного вида нет настоящего времени в обычном смысле. Его формы настоящего обозначают будущее. Числительные 1 и 2 меняют форму по роду существительного. Учите их как словосочетание. 1 книга, 2 стула, 1 окно. Пословица напоминание. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня.
помогает действовать сразу и не прокрастинировать. Повторение. Повторение – мать учения. Регулярная практика – лучший способ выучить язык. Вопросы для вас. Первый. Что Антон и Вера решили сделать, чтобы перестать прокрастинировать? Ответьте, используя глаголы совершенного и несовершенного вида. Второй. Как изменяются слова «один» и «два» перед разными существительными? Приведите примеры для мужского, женского и среднего рода.